люблю тебя, Сникерс. И я люблю тебя, моя Твикса. А давай заведем ребеночка. Давай. Но как мы его назовем? Может быть, твиксовый Сникерс, без красителей, без консервантов и ГМО? Как-то слишком длинно. А давай назовем его Твикерс. Коротко и ясно. Давай, очень красивое имя. Сникерс, скоро у нас будет малыш. Как ты это определила? Смотри, у меня 2 полоски, и точнее 2 палочки. Ну что за бред ты снимаешь? Фу, дизлайки отписканы. Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске я покажу, как можно сделать твикерс. То есть это гибрид твикса и сникерса. Он состоит из слоя песочного печенья, слоя карамели с арахисом и слоя нуги. Снаружи покрыт молочным шоколадом. Для начала испечем песочное печенье. Для этого нам понадобится 1,5 стакана муки, полстакана сахара, 200 грамм сливочного масла или маргарина и 1 яйцо. Разбиваем яйцо в глубокую миску. Добавляем полстакана сахара. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар растворился в яйце. Добавляем уже размягченное сливочное масло и порубим его ложкой. Постепенно добавляем 1,5 стакана муки и замешиваем тесто. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Теперь можно поставить духовку разогреваться до 180 градусов. Выкладываем тесто на бумагу для выпечки. Формируем из теста прямоугольный пласт. Убираем в духовку и выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. Теперь приготовим молочную карамель с арахисом. Для этого понадобится банка сгущенки и стакан жареного арахиса. Открываем сгущенку и переливаем ее в миску. Ставим миску на медленный огонь. Доводим до кипения и варим, постоянно помешивая до образования карамельного цвета. Добавляем в карамель жареный арахис и хорошо перемешиваем. Выливаем карамель с арахисом на уже остывшее песочное печенье. Распределяем карамель равномерно по всей поверхности. Охлаждаем до комнатной температуры и убираем в морозилку на 15 минут. Теперь приготовим нугу. Для этого понадобится полстакана меда, стакан сахара, немного воды и 2 яйца. Перекладываем мед в миску. Высыпаем сахар. Добавляем 2 столовые ложки воды. Немного перемешаем. Ставим миску на медленный огонь. Доводим до кипения и варим примерно 15 минут, периодически помешивая, чтобы получилась медовая карамель. Выключаем огонь и дадим карамели остыть 5 минут. Отделяем 2 белка от желтков. Взбиваем белки миксером в крепкую пену. Продолжая взбивать, вливаем теплую медовую карамель. Переливаем нугу на карамель с арахисом и распределяем равномерно по всей поверхности. Охлаждаем до комнатной температуры и убираем в морозилку на 15 минут. Разрежем получившиеся изделия на небольшие брусочки. Всего у меня получилось 12 заготовок. Убираем заготовки в морозилку на 15 минут и перейдем к приготовлению шоколадной глазури. Для этого понадобится 2 плитки шоколада и 50 грамм сливочного масла. Ломаем шоколад в миску, ставим миску на водяную баню. Растапливаем шоколад и добавляем в него 50 грамм сливочного масла. Хорошо все перемешиваем и получаем вот такой жидкий шоколад. Берем замороженную заготовку твикерса, опускаем ее в шоколад и при помощи вилки покрываем шоколадной глазурью. Выкладываем на бумагу для выпечки и ждем 15 минут, чтобы затвердела глазурь. В результате получили необычный и очень вкусный твикерс. Друзья, впервые в истории человечества я буду пробовать твикерс. Для начала откушу совсем чуть-чуть. Ну что за бред ты снимаешь? Фу, дизлайки отписканы. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь рецептом с друзьями. Всем спасибо за внимание.